Добрый день, дорогие друзья! Недавно состоялась моя встреча с инвесторами в Объединенных Арабских Эмиратах. Гости из более чем 25 государств посетили наш центр испытаний и сертификации USKY, а также открыли вместе с нами завод по производству эликсира плодородия и биогумуса Ютерра в Рас-эль-Хайме. В эти насыщенные дни я встретился с более чем 500 партнерами и на 2 специальных сессиях несколько часов, а если более точно, это 8 часов, отвечал на их вопросы. Но вместе с тем я обещал, что озвученная мной информация будет позднее доступна для максимально широкого круга, и сегодня я хотел бы поделиться ей с вами. Предлагаю приступить к первому и наиболее интересующему всех вопросу о реализации коммерческих проектов. Сегодня мы работаем над 3 сотнями адресных проектов в более чем 50 странах мира. Пожалуй, назову основные из них для понимания обширности географии нашей деятельности. Это, наверное, чтобы не ошибиться и не пропустить, я лучше зачитаю. Это Россия, Беларусь, Австралия, Азербайджан, Албания, Бахрейн, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гана, Доминикана, Израиль, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Китай, Колумбия, Кыргызстан, Мадагаскар и Мальта, Мексика, Монголия, Марокко, Мьянма, Непал, Эмираты, Оман, Перу, Абхазия, Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Турция, Чехия, Швеция, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Уганда, Лесото, Руанда и ряд других стран. В наиболее активной фазе сейчас находится около 50 проектов. Из них более 20 – это Европа, Азия, Африка и Америка. Остальные – это больше 20, наверное, даже больше 30 таких активных проектов. Это территория России, Казахстана и Беларуси. Так, например, в Индии правительство одного из штатов приняло решение о начале реализации туристического проекта с применением струнных технологий в одном из красивейших мест региона. Уже объявлен тендер на подготовку технической и сметной документации. Официальное объявление о начале проекта. Это ожидается уже в конце мая этого года. А начало строительства – это осень текущего года, 2025. Помимо этого, в Индии утверждена концепция развития города Нави-Мумбаи, где струнный транспорт внесен в генеральный план как основной вид общественного транспорта. В Индонезии, кстати, если говорить о Индии, то министр транспорта Индии, который посещал центр USKY в Объединенных Арабских Эмиратах, сказал, что нам нужно в Индии где-то 500 проектов. И он, в общем-то, эти проекты курирует. В Индонезии мы также активно работаем над несколькими проектами. Например, на стадии одобрения у министра транспорта Индонезии. На данный момент находится строительство в Джакарте, это столица Индонезии, новой линии общественного транспорта, которая соединит один из районов города с линией легкорельсового транспорта. Ранее в СМИ уже было сделано официальное заявление о том, что рассматривается проект струнной дороги из Беларуси. То есть мы там уже обозначены, что мы там работаем, и у нас есть проект. Второй проект в Джакарте – это пассажирская линия для промышленного кластера, соединяющая существующую железнодорожную станцию с промышленными районами. Проект разрабатывается совместно с ключевыми девелоперами этого кластера. Третий проект в одном из регионов Индонезии также имеет высокие шансы на реализацию и находится на стадии дополнительного согласования с новыми
с новым правительством республики. Там недавно были выборы. Он будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в строящемся туристическом кластере. В одной из провинций Непала принято решение о строительстве 7-километрового участка рельсостроенной трассы, которая свяжет два города. В будущем трасса будет продлена до 84 километров. Идею реализации проекта поддержали инвестиционное управление и Департамент инфраструктуры провинции. Мы уже проводим технико-экономическое обоснование, ведем согласование финансовых и юридических вопросов. Планируется, что предпроектные работы будут оплачены летом этого года из государственного бюджета. Деньги уже там есть, заложены в бюджет. Проект Дубая. Мы предложили Министерству транспорта, Дубай, естественно, несколько коммерчески выгодных маршрутов, в том числе туристических. Сейчас представители этого ведомства анализируют каждый из них и определят конкретно наиболее удобный и нам, и им вариант. Планируется, что проект будет реализован на основе концессионного соглашения, подписанного с правительством Дубая, с выделением, естественно, государственного финансирования. Проект для одного из ключевых санаториев в Беларуси для перемещения отдыхающих между главным корпусом и новым спа-корпусом. Это как горизонтальный лифт. На данном этапе идет разработка проектно-конструкторской документации. Подписан меморандум о намерениях, подготовлен и согласован контракт на проектирование. Планируем выйти на этап строительства летом 2025 года, то есть это через несколько месяцев. А вот эксплуатацию ожидается в 2026 году, где-то осенью следующего года. Два проекта Ленинградской области России, соединяющие пригороды Санкт-Петербурга с метро. Получено официальное одобрение со стороны губернатора области, несколько раз мы с ним встречались. Создана межведомственная рабочая группа. Проведена инженерная проработка маршрутов с выездом инженеров на местность. Подготовлены контракты на проектирование. Проектные работы планируется начать в 2025 году, то есть в текущем году. Проект в Алматинской области Казахстана. Мы предлагаем эффективное транспортное сообщение между перегруженным пробками пригородом и ближайшей станцией метро, а также решение вопросов маятниковой миграции. В перспективе планируется продление трассы до центра города. Проведены встречи с акиматом, это губернатор по-нашему, и управлением транспорта Алматинской области. Сейчас идут переговоры с китайским инвестиционным фондом по условиям сотрудничества и финансирования этого проекта. Начало проектирования 2025 год. По инициативе губернатора Чукотского автономного округа России проводится предпроектная проработка всесезонной переправы через Анадырский залив Берингового моря. Проект осуществляется под эгидой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и будет реализован с привлечением федерального бюджета. Это будет уникальный проект, рекордный, можно сказать, проект в транспортной сфере, в эстакадном, когда исполнении какие-то делаются связи, да, в данном случае два берега лимана будут связаны. Рельсо-струнно-путевая структура пройдет пролетом длиной 2700 метров на высоте около 100 метров, потому что там подмостовой габарит должен быть минимум 60 метров, потому что там большие морские суда ходят. Отдельно я хотел бы отметить самый крупный проект общей стоимостью порядка 750 миллионов долларов, который сейчас находится в очень активной фазе проработки. Это высокоскоростной хаб в США. Здесь кроме высокоскоростного тестового комплекса протяженностью около 25 километров по технологии UST будут выполнены как последняя миля 3 коммерческих проекта. Тех направлениях, где мы уже сделали продукт. Это грузовое направление и городское пассажирское направление.
Там будет грузовой навесной UST, грузопассажирский, и грузопассажирский подвесной UST. А также будет построен грузовой юнитранс, ну, примерно длиной порядка 2 километров. Все зависит от того, какой мы земельный участок там получим, и сейчас мы активно его там ищем. И деньги на последнюю милю, ну, а это порядка 100 миллионов долларов, может, даже чуть больше, мы планируем привлечь через инвестиционные площадки США. То есть инвесторы будут американцы инвесторами, на которые мы официально выходим уже в ближайшее время, в мае этого года. Еще раз хотел бы напомнить, что все те инвесторы, которые помогли нам реализовать скоростные пассажирские грузовые решения вести, также получат 5%, это вот авансом в этом проекте. Это знак благодарности всем тем, кто поддержал проект в начале его пути. Проектирование хаба уже идет полным ходом. Хаб позволит нам выйти на рынок США с нашими уже, еще раз повторяю, готовыми продуктами, которые зафинансированы нашими инвесторами и которые, собственно, являются владельцами этих технологий. Это городской UST и грузовой UST. И мы уже в следующем 2026 году выходим фактически на рынок США. Причем не виртуально, не в виде технологий, а в виде реализуемых проектов адресных. Это очень важно. При этом из денег, полученных за выполнение проектных работ вот по хабу, которые будут проделаны полностью нашей компанией Юницкий String Technologies, которой владеют, опять же, наши инвесторы. То есть это фактически получат деньги наши инвесторы. По итогам 2025 года мы сможем начать выплату первых вознаграждений нашим инвесторам. Уверяю вас, мы приложим все усилия для реализации наших текущих проектов, и мы твердо намерены выполнить взятые на себя обязательства. Да, мы порой осторожны с информированием по выполнению адресных проектов. Было много проблем раньше, наверное, десятки, когда мы раньше времени объявляли о проектах. И вот на это всегда есть причины. Иногда, вот, несмотря даже на наличие предоплаты и утвержденного бизнес-плана, например, возникают обстоятельства, которые порой нам не подвластны. И это, как я уже сказал, было и не один раз. Например, мы договариваемся с реализацией проекта с властями, с мэром города, губернатором штата, министром транспорта, а иногда и с премьер-министром, и даже с президентом страны. Я встречался с несколькими президентами нескольких стран. Но приходит новый мэр, губернатор или министр транспорта. Сменяется президент и правительство. И нам приходится начинать весь процесс переговоров заново, с самого начала. У нас было 2 проекта вот в Украине, это просто как пример, по которым мы уже получили предоплату в конце 2021 года и выполнили технико-экономическое обоснование. Но дальнейшее развитие ситуации в этой стране, как вы понимаете, зависело уже не от нас. И поэтому какие сейчас проекты в Украине? Именно для таких случаев у нас всегда есть запасной план. Мы находим новые направления, где хотят внедрить наш струнный транспорт, и продолжаем нашу работу, причем очень активно. Поэтому в работе одновременно находится большое количество проектов, и мы не фиксируемся только на одной стране. Сегодня в Юницкий String Technologies собрана команда из более чем 1000 высококвалифицированных профессионалов. Наш коллектив обладает уникальным опытом в области струнных технологий, которому нет равных в мире. Нигде в мире нет такой команды, которая знала бы так струнные технологии, как наш инженер. Благодаря этим специалистам все проекты, над которыми мы уже работаем, будут продолжены и успешно реализованы. Я в этом абсолютно уверен. Следующий вопрос, заданный на встрече, связан с разрешительной документацией, которую необходимо будет подготовить, чтобы технология UST могла официально выйти на рынок. Но отмечу, наверное, самое главное, что мы создаем
отраслеобразующую инновационную технологию. Не какой-то там, я не знаю, прибор, машину или какую-то небольшую технологию, а именно отраслеобразующую, в которую входят больше десятка систем. А в каждой системе огромное количество еще своих технологий в этой системе. И вот, соответственно, прежде чем выйти на рынок, мы, во-первых, должны подтвердить его безопасность на международном уровне, причем всех систем и всех элементов систем. А во-вторых, поскольку вести это новый и ранее нигде и никем не реализованный вид транспорта, то мы должны разработать и свою нормативную документацию, осуществить стандартизацию этого транспорта, потому что стандартов в мире однострунной технологии нет ни в одной стране. То есть с учетом существующих норм для традиционных видов транспорта, то есть мы это делаем с учетом этих норм, мы должны создать собственные отраслевые нормативы и стандарты, соответствующие современным требованиям по аналогии, допустим, с авиационными стандартами, железнодорожными или автодорожными стандартами. Далее, скооперировавшись с государственными организациями, нужно вести работу по их согласованию и последующему внесению нормативной базы той страны, в которой мы работаем в данный момент времени или планируем работать в будущем. Повторюсь, эту очень непростую работу, длиной во много лет, даже сказано, во много десятилетий лет, необходимо провести в каждой стране, где мы будем строить структурные дороги. И эту работу я начал еще в прошлом веке, больше 20 лет назад. Естественно, это требует очень много времени, много усилий, много средств. Вот посмотрите, сколько времени, например, зачастую занимает получение обычной бумажки, справки или документа. А здесь речь идет о сертификации и стандартизации нового, ранее никем не разработанного и не испытанного отраслеобразующего продукта, причем связанного с безопасностью людей. Что касается сертификации, мы ведем поэтапную работу уже на протяжении всех 10 лет существования нашей компании. И здесь нашим значимым достижением могу назвать сертификацию, которая была сделана в 2021 году, когда независимая международная организация TÜV-SW выдала нам сертификат соответствия требованиям безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому слово сертификация, не надо его бояться. Это лишь соответствие неким требованиям. А мы эти требования знаем, и мы соответствуем. И вот этот сертификат распространяется на все основные элементы нашего транспортно-инфраструктурного комплекса. На рельсострунную эстакаду, причем транспортную эстакаду, беспилотные рельсовые электромобили на стальных колесах, которые мы назвали юнимобиль, на автоматизированную систему управления, на анкерные промышленные опоры, и на их фундаменты, и на опорные узлы, на серверную субстанцию, в том числе на диспетчерский пункт, и на ремонтную мастерскую, на систему энергообеспечения и связи. Даже вот связи и энергообеспечение – это целое направление, причем непростое. И на инженерные сети. Там же есть водопровод, канализация, другие сети. Это тоже мы сертифицируем. Получив признание от лидера международного уровня в области технического аудита и сертификации, мы продолжили работать в данном направлении дальше. И уже в 2024 году, то есть в прошлом году, построена в центре Юскай в Шарже полужесткая рельсо-струнно-путевая структура, это эстакада комплекса «Карат», и весь комплекс, а не только эстакада, также получила сертификат соответствия от TÜV-SW. Таким образом, конструкции и компоненты еще одного вида транспортно-инфраструктурного комплекса UST с пролетами по 288 метров. Например, метро Дубайское, там пролеты где-то 36 метров. И с городскими нашими юнимобилями «Карат» вместимостью 25 пассажиров. Хотя он может взять и 50 пассажиров. И вот этот наш комплекс был признан надежным, и «Карат» в том числе, и безопасным для перевозки пассажиров. И мы имеем сейчас разрешение на перевозку пассажиров, и уже давно, по крайней мере, наши все инвесторы тоже покатались на «Карате. И, насколько я знаю, остались довольными.
И мы уже перевезли вот по нашим сертифицированным дорогам, если взять и Беларусь, и Эмираты, там же еще первая линия есть, где гибкая, ну, я думаю, сотни тысяч пассажиров, среди которых мэры сотен городов. Там только с России больше 100 мэров. Причем не только из России, только с России больше 100, а еще из десятков других стран. Министры и губернаторы у нас были, шейхи и даже короли, вот я сказал об этом, король Лесото, в частности, был. Шейхи нескольких эмиратов, из Объединенных Арабских Эмиратов тоже у нас проехали по нашим дорогам. И вот сертификаты соответствия позволят нам укрепить позиции на международном рынке инновационных транспортных решений, ну и помогут заинтересовать всех потенциальных заказчиков, находящихся в поиске безопасных и экологически чистых транспортных технологий. Кроме того, хочу подчеркнуть, что сертифицировать необходимо не только вот комплексы UST, но и кадры, которые их проектируют и производят. Без кадров. И все нас спрашивают, а у вас есть кадры, которые умеют это делать? И они вообще соответствуют каким-то международным требованиям. И вот этот вопрос также мы держим на контроле. У нас есть все необходимые сертификаты, подтверждающие, причем международные сертификаты, что система менеджмента качества проектирования, разработки, испытаний и технического обслуживания струнных транспортных комплексов, а также выполнение функций генерального проектировщика, заказчика и застройщика соответствуют требованиям международного стандарта ISO. У нас таких, наверное, сертификатов уже за эти годы наберется больше десятка. Что касается работ по стандартизации наших решений, здесь хочу подчеркнуть, что мы разрабатываем все компоненты наших комплексов с учетом международных требований. То есть все проектируемые нами инженерные сооружения, в том числе рельсострунная эстакада, станции, автоматизированная система управления, юнимобили и так далее, создаются с учетом требований еврокодов. Но вместе с тем мы не зависим только от них, так как подстраиваемся под регионы строительства и используем технические нормативные правовые акты страны заказчика. При этом, предвидя дальнейшее развитие ситуации, как я уже сказал в начале, мы активно работаем над созданием собственных стандартов, соответствующих современным требованиям. Так, для придания статуса нашему транспорту в правом поле Беларуси ведется активная работа по формированию и принятию необходимых норм. И в настоящее время на согласовании в Беларуси находятся 3 государственных стандарта, касающиеся пассажирских и грузовых автомобилей, а также терминов и определений для транспорта UST. То есть мы даже создаем свои новые термины, потому что это отрасль, например, струнный рельс, продолжительно напряженная путевая структура и много. Юнимобиль, юником, юнитрак – это наши термины. Создание нормативной базы подтвердит уровень наших научных знаний и технического развития транспортно-инфраструктурного продукта нашей компании в стране, ну, в данном случае в Беларуси, а также даст возможность провести оценку соответствия юнимобилей и комплекса UST в целом с учетом национальных требований. Кроме того, разрабатываем под эгидой госстандарта Беларуси нормативная документация на наш инновационный транспорт, затем будет распространена на все страны СНГ, в том числе на Россию и Казахстан, где мы сейчас активно работаем. Это, в свою очередь, поможет сформировать доверие к нашей технологии у потенциальных заказчиков и обеспечит процесс реализации наших комплексов UST на любой территории. Таким образом, будет снято главное препятствие в реализации наших проектов. Это вопрос, по какой именно нормативной документации осуществлять проектирование, строительство, экспертизу, испытания, сертификацию и эксплуатацию рельсострунных дорог с беспилотными рельсовыми электромобилями на остальных колесах. Многие из партнеров на встречах также интересовались, как я представляю себе серийное производство юнимобилей в будущем, как будет осуществляться строительство струнных трасс по всему миру.
На заводе «Светплан» в Беларуси, принадлежащем нашим инвесторам, у нас налажено собственное универсальное промышленное производство для реализации всех наших конструкторских решений. Производство оснащено самым современным оборудованием и всем необходимым для мелкосерийного выпуска юнимобилей, анкерных и опорных узлов, мотор-колес, мы тоже освоили их производство, и других ключевых элементов наших транспортно-инфраструктурных комплексов UST. И на данный момент завод полностью удовлетворяет наши потребности в производстве компонентов для первых коммерческих проектов. Кроме того, предприятие выполняет сторонние заказы, доход от которых позволит ему выйти на самоокупаемость. Его уже не нужно содержать нашим инвесторам. Тут надо понимать, что нельзя завод построить вокруг одного станка. Там должны быть все виды станков, причем некоторые станки, у нас есть даже пятикоординатные, должно быть несколько станков. Так? Иначе мы не сделаем такие сложные узлы, детали, оборудование, как, допустим, юнимобиль. Поэтому, по большому счету, для единичного производства это оборудование избыточно. И если мы вот на этом только как бы остановились, то нам бы пришлось содержать завод за деньги инвесторов и кадры, которые там есть. Поэтому, чтобы завод был самоокупаемым, и инвесторы не инвестировали в содержание его деньги, он вышел на другие заказы. И поэтому вот в процессе работы над такими заказами были приобретены дополнительные профессиональные компетенции. Мы даже сделали, например, электромобиль для России, для асфальта, то есть на пневмашинах. Но мы для этого автомобиля сделали все. Каркас, раму, накопитель энергии, мотор-колеса, ну, двигатель для привода. Так? Поэтому это новая компетенция. И вот это необходимо для последующей работы над проектами струнного транспорта. И вот потребность в серийном производстве подвижного состава, опор, рельсострунных путевых структур и других элементов наших комплексов возникнет тогда, когда начнется их массовая поставка для адресных проектов. Именно тогда СВ-план откажется от сторонних заказов и полностью переключится на производство элементов, узлов и оборудования для конкретных коммерческих проектов UST. И, например, завод сможет выпускать в год до 100 юнимобилей, только юнимобиль, что покроет потребности 10 первых адресных проектов. Привлечение же спроса на наши решения, например, до сотен и тысяч единиц в год, мы сможем масштабировать наше производство и построить завод по изготовлению элементов комплекса UST в той стране, где будет реализован крупный адресный проект. При этом не потребуется дополнительных вложений от наших инвесторов, ведь строительство нового завода будет финансироваться за счет средств будущих заказчиков. А единичные и мелкосерийные поставки подвижного состава и других элементов комплекса UST могут осуществляться и в дальнейшем из Беларуси, как и сейчас. Следующий вопрос мне был задан о том, существуют ли независимые отчеты об испытаниях или пилотные проекты, подтверждающие надежность, безопасность и экономическую эффективность решений UST по сравнению с уже существующими транспортными решениями. Транспортно-инфраструктурные комплексы UST создаются в соответствии с требованиями к современным транспортным решениям. Наши комплексы экологичны, экономичны, беспрецедентно безопасны, адаптивны к уже существующей городской инфраструктуре и сложному рельефу местности. Среди их других преимуществ, которые мы имеем в сравнении с традиционными видами транспорта, это сниженная себестоимость перевозок, минимальный землеотвод под строительство, это длительный срок эксплуатации и низкое энергопотребление, в 2-3 раза ниже, чем в традиционных видах транспорта, использующие стальные колеса, это железная дорога и трамвай, или магнитную подушку, это поезда на магнитной подушке. В 5-7 раз ниже автомобильного транспорта и традиционных электромобилей на пневматических шинах.
Все указанные преимущества делают технологию UST конкурентоспособной инновацией, которая уже успешно выходит на мировой рынок транспортных услуг. И этим инновационным решениям нет в мире равных. И здесь я хочу подчеркнуть, мы создаем не просто инновацию, мы создаем принципиально новую отраслеобразующую технологию. Наш продукт требует не только разработки, изготовления, испытаний и сертификации линейки моделей грузового и пассажирского подвижного состава, как, например, у тех же автопроизводителей. Здесь еще нужно спроектировать, построить и сертифицировать принципиально новые, предварительно напряженные дороги эстакадного типа со всей логистической, энергетической сопутствующей инфраструктурой второго уровня, а также разработать и испытать автоматизированную систему управления, системы энергообеспечения и связи, даже соответствующие инженерной сети на втором уровне. За последние 10 лет мы выполнили огромный комплекс работ, подтвердили безопасность и состоятельность всех ключевых составных элементов технологии UST и построенных нами двух демонстрационно-испытательных центрах. В Беларуси это экотехнопарк, и в Объединенных Арабских Эмиратах это Центр испытаний и сертификации ЮСКАЙ. А здесь мы демонстрируем спроектированные, изготовленные за деньги инвесторов на собственном производстве, испытанные в собственных демонстрационно-сертификационных центрах и введенные в эксплуатацию 15 принципиально разных моделей юнимобилей, 7 типов принципиально разных преднапряженных рельсоструйных эстакад, 10 пассажирских сервисных станций, совмещенных с анкерными опорами, 2 центральные диспетчерские и еще много другое. Не такое заметно, но при этом не менее важное для выхода на мировой рынок. Кроме того, здесь реализованы сложные инфраструктурные объекты второго уровня, остановки, тяговые электроподстанции, линии связи, линейные системы энергообеспечения, ремонтные мастерские, депо, погрузочные и разгрузочные терминалы, столичные переводы в 2 природно-климатических зонах – в северной и тропической. Все наши компоненты UST управляются, разработана и протестирована нами автоматизированная система управления, имеющая 2 крупные составляющие. Это бортовая, установлена на каждом юнимобиле, и линейная, установлена на каждой транспортной линии, на опорах, струнных рельсах, станциях, терминалах, диспетчерских и так далее. В прошлом году в Беларуси на территории экопарка «Акварель» мы ввели в коммерческую эксплуатацию грузопассажирский комплекс UST, который можно назвать нашим пилотным проектом. Рельсострунный комплекс Unilight. Это наш первый отраслевой продукт, созданный не просто для испытательно-демонстрационных целей, а для применения в коммерческой сфере. Все разработанные нами решения, использованные при реализации Unilight, подтверждены на практике множеством исследовательских испытаний. Проведена проверка функционирования комплекса, отладка систем управления подвесного юнимобиля, тестирование параметров электрической и конструкционной безопасности, а также массово-габаритных и иных характеристик транспорта. Комплекс Unilight демонстрирует работу в реальных условиях, пройдя все этапы жизненного цикла инфраструктурного проекта в рамках выхода на транспортный рынок. Это проектирование, землеотвод, строительство, пусконаладочные работы, согласование с государственными органами, экспертизу и ввод в эксплуатацию. И вот что надо, наверное, отметить, с чего не понимают инвесторы и многие другие, которые задают подобные вопросы. Отрасль не сертифицируется. Разве авиация сертифицировалась? Разве железнодорожная отрасль сертифицировалась? Разве автомобильный транспорт сертифицировался как таковой? Сертифицируется не технология как таковая, а элементы. Поэтому в авиацию, допустим, сертифицируется самолет. Причем не самолет как таковой, а конкретная модель самолета. Потому что другой самолет, другой модели нужно снова сертифицировать. Сертифицируется взлетно-посадочная полоса. Причем конкретно. Потому что в другом месте она будет другой длины, другой ширины и так далее. Из других материалов построена. То же самое и у нас. Вот это надо понимать. Поэтому не надо бояться сертификации. И как таковая сертификация UST не требуется.
Поэтому вот такие пояснения, наверное, я думаю, они важны. Ну, еще традиционно на встрече мне задают много вопросов о том, как мне удается совмещать работу в столь различных направлениях. Ну, здесь в первую очередь хочу отметить, что все мои разработки – не что иное, как звенья одной цепи. Это вот просто большая цепь длиной в жизнь, где каждая технология, это отдельное звено. И работу над многими из них, вот этих звеньев технологий, я начал более 50 лет назад. Например, технологию общепланетарного транспортного средства, которая позволит, это еще начал работать одним студентом, когда я в Тюмени учился, позволит транспортировать в ближний космос миллионы пассажиров, миллионы тонн грузов за один рейс. Я разрабатываю, вот сколько, если взять студенческие годы, больше 50 лет. И вот, продолжая развивать космический проект, я понимал, что каким-то образом проживающие на орбите люди должны иметь возможность питаться натуральной органической пищей. Поэтому в экокосмодомах должны расти сады и обитать, жить, расти сельскохозяйственные животные и птицы. Таким образом, была разработана технология, вот оттуда отпочковалась почечного эликсира и биогумуса Ютера, которая, как оказалось, еще идеально подходит и для восстановления деградированных земель на нашей планете, и для повышения плодородия любых почв, в том числе и в полосе отвода под рельсострунные дороги и инфраструктуру UST. И поэтому на первой линии ВТП, например, под ферменной эстакадой посажены лекарственные травы. Вы можете представить, что под асфальтом растут лекарственные травы или под шпалами, а у нас под дорогой растут. Они не загрязнены ничем, потому что оттуда ничего не падает. Там нет износа шин асфальта, там нет выхлопа автомобиля, и там нет антиобледенительных солей и так далее. И поэтому мы там тоже и тестируем Ютеру и показываем, что она тоже помогает улучшить, а там же был танковый полигон, там практически ничего не росло. И мы на танковом полигоне сейчас урожаи собираем такие, наверное, как где-нибудь на черноземе. И вот что касается, если дальше приложить другие технологии, то то, что касается проекта струнного транспорта, он также вышел из моего космического проекта. Оптимизируя эстакаду общепланетарного транспортного средства, которое идет вдоль экватора по океану, причем глубиной средней около 4 километров, я пришел к идее эффективного, экономичного и экологичного наземного рельсострунного транспорта. При этом я вынужден был это делать, потому что когда подал первую заявку на общепланетарное транспортное средство, а это был 1977 год, мне патент авторское свидетельство СССР не выдали. Одна из причин была, что не хватит материала на строительство эстакады АТС. И поэтому я начал ее совершенствовать. И вот пришел, потом максимально упростил, сделал его предварительно напряженной, потом сделал головку рельса, и потом подумал, а почему бы сюда не поставить колесное транспортное средство, которое мы потом назвали юнимобилем. И так вот родился струнный транспорт, как элемент, отпочковавшийся от эстакады взлетно-посадочного общепланетарного транспортного средства. Также, например, разрабатывая инфраструктуру, которая будет сопровождать такие струнные комплексы на планете, я пришел к концепции экологичных городов, пешеходных линейных поселений кластерного типа. И даже на разработку вот этих направлений я получил 2 гранта Организации Объединенных Наций. Один грант был получен в 1998 году, второй грант в 2002 году. Именно на применение струнного транспорта в линейных городах кластерного типа. И также важно понимать, что все разработанные мной технологии существуют параллельно и дополняют друг друга. И они все здесь вмещаются в моей голове и не мешают друг другу на самом деле. И они объединены в рамках глобальной программы «Экомир». Это главная, наверное, программа. Как вынести индустрию в космос и превратить планету в сад. И вот эти технологии не конкурируют друг с другом, а работают в синергии, позволяя достичь масштабного, общепланетарного масштаба и эффекта в случае их комплексного внедрения, именно комплексного. А одна технология не решит эту проблему.
вынесения индустрии в космос и превращения планеты в цветущий сад. Более того, разработки способствуют, вот эти все разработки, продвижению друг друга. Приведу один из примеров, подтверждающий эффективность такого подхода. Например, построенное мной крестьянское фермерское хозяйство Юницкого, вроде бы не имеет отношения к проекту струнного транспорта, но в то же время способствует его развитию. Оно способствует популяризации струнных технологий. Ежегодно этот проект привлекает огромное количество посетителей из более чем 50 стран, со всех материков планеты. Например, в текущем 2025 году их число достигнет значения в 200 тысяч человек. Многие из посетителей, включая мэров городов, министров и губернаторов, приезжают отдыхать и наблюдают работу действующего струнного транспорта. Юнилайт, который здесь же построен в акварели, и это на территории фермерского хозяйства. И дальше они уже выходят на нашу инженерную компанию Юницкий String Technologies для дальнейшей работы. Становятся инвесторами, а кто-то и заказчиками на технологии UST, на конкретные адресные проекты. Так, например, мы презентовали в России один из проектов только благодаря тому, что один из губернаторов Российской Федерации узнал о нас здесь, в Марьиной Горке, во время отдыха в экопарке «Акварель». И таких примеров много. Во-вторых, хочу обратить внимание, что все реализованные на территории фермерского хозяйства технологии являются частью программы «Экомир», ее космического вектора U-Space. Фактически здесь у нас реализован кластер линейного города, экодома с садами на крыше, с тропическими деревьями и растениями внутри, которые плодоносят даже зимой. На территории «Акварели» мы тестируем технологии для жизни людей в эко-космодомах и создание замкнутых экосистем биосферного типа, которые моделируем мы на Земле, а потом это будет перенесено в космос. Конечно, основную часть своего времени я уделяю работе над струнным транспортом, это естественно, и доведению проектов до коммерческой реализации, потому что я это обещал, и я в этом заинтересован даже больше, чем все остальные инвесторы. Я ведь тоже инвестор в струнные технологии. Я заинтересован в реализации этих проектов, и тоже в получении вознаграждения за реализацию этих проектов. Потому что я это задумал еще тогда, когда понял, что давно, чуть ли не студентом, что это очень далеко достаточно будущее, общепланетарное транспортное средство, и надо делать что-то то, что нужно сегодня, на чем можно было бы мне заработать большие деньги, чтобы вложить их в разработку программы «Экомир». И я понимал, что никто деньги не даст, кроме меня. И фактически до настоящего времени никто, кроме меня, не является инвестором программы «Экомир». И вот свое свободное время, выходные и праздничные дни, я и занимаюсь фермерством, не в рабочие дни, космическим направлением и другими биосферными проектами. Поэтому у меня нет ни выходных, ни праздников. И это я не жалуюсь на это просто констатация факта. Мне это нравится. Я сам выбрал этот путь. И во время отдыха я очень много создаю, когда новогодние праздники или другие праздники. И у меня я свои идеи, свои решения заношу в эти тетрадочки и там пишу даты. Так вот, больше всего дат, когда я выполнял какие-то чертежи проекта, это именно выходные, праздничные дни. И таким образом получается, что у меня нет ни выходных, ни праздников. И время своего отдыха от работы на одной технологии я использую для разработки других технологий. Это есть для меня отдых. Об этом еще Карл Маркс говорил, о таком отдыхе. И такое переключение не только не утомляет меня, а наоборот способствует повышению моей общей продуктивности и улучшению моего здоровья. Физического, духовного и нравственного. Дорогие друзья, я буду продолжать делиться с вами информацией в последующих видеовыпусках. Хочу отметить, что из-за высокой загруженности и регулярных командировок, связанных с реализацией наших коммерческих проектов именно UST, струнных технологий, помимо видео, я также публикую ответы на вопросы в текстовом формате. Вы можете найти их в блоге на моем личном сайте. Ссылки на материалы всегда доступны в моих социальных сетях.
Я благодарю каждого из вас за поддержку и неиссякаемый интерес к развитию наших технологий. И до новых встреч!